Ровно 4 месяца назад на этом канале мы сняли видео про одну замечательную монету под названием Polygon. После разбора блокчейна этой криптовалюты, а также ее возможностей, функционала и, конечно же, большого количества партнеров, Polygon Matic занял отдельное место не только в нашем портфеле, но и в сердце. Ведь если меня спросят, какая моя любимая криптовалюта, я без задней мысли отвечу Polygon. И с момента выхода того ролика мы начали активно инвестировать в Polygon и советовали это делать нашим зрителям. Ведь упускать такой потенциал было бы фатальной ошибкой. На момент записи летнего видео цена Polygon составляла скромные 70 центов, а за счет того, что мы много раз покупали, продавали и усредняли эту монету, наша средняя цена составила на уровне 72 центов. К тому же еще летом мы сразу сказали, что у Polygon есть все шансы, чтобы попасть в топ-10. Так вот, прошло 4 месяца и Polygon уютно расположился на 10 месте в рейтинге. Правда, нужно поблагодарить Кудрявого Сэма и руководителей Solana, ведь если бы она не уступила свое место, Polygon пришлось бы двигаться к нему чуть дольше. На протяжении этих 4 месяцев Polygon постоянно радовал нас новыми коллаборациями с мировыми брендами и движением цены, которая показала максимальный рост более чем на 100% перед крахом FTX, а также достойно показала себя во время этого локального кризиса. За счет того, что Polygon быстро масштабируется и становится популярным за пределами рынка крипты, он заслуженно забирает звание лучшей монеты 2022 года, и потенциал на будущий рост у него по-прежнему есть. Так что в этом ролике мы составим прогноз монеты Polygon на 2023 год. И сегодня вы узнаете, почему крупные бренды выбирают именно Polygon, какие минусы и нюансы есть у этой монеты, как рынок NFT влияет на цену токена и стоит ли инвестировать в Polygon в 2023 году. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Я думаю, вы прекрасно знаете, как быстро развиваются события на рынке крипты. И мы не всегда успеваем делать полноценные видео на YouTube, но благодаря Телеграму мы 24/7 на связи. И недавно в нашем Телеграм-канале мы опубликовали пост про новое обновление Ethereum. Ведь уже весной 2023 года выйдет обновление Шанхай, после чего блокчейн станет быстрее и дешевле. Вы поддержали этот пост большим количеством огоньков, поэтому видео про Ethereum мы обязательно снимем. Ведь эта новость может стать отличным катализатором роста, как это было в сентябре перед слиянием. А чтобы видео про эфир вышло гораздо раньше, поставьте как можно больше лайков. Ну и конечно же подпишитесь на наш телеграм-канал, ведь только там вы сможете получать самые актуальные криптоновости, на которых вы можете зарабатывать. Тем, кто подписался, спасибо, а мы начинаем. Что ж, поскольку в летнем видео про Polygon, которое я советую вам посмотреть, мы разбирали все технические особенности блокчейна, токеномику, историю создания и так далее, то сегодня нам предстоит разобрать все последние новости, новое партнерство, а также выяснить, куда будет двигаться цена в 2023 году. И начнем, пожалуй, с брендов, которых добавилось огромное количество. Мы быстренько пробежимся по каждому, потому что если зацикливаться только на партнерах, ролик получился бы на часа 3, а то и больше. С Polygon сотрудничают много брендов одежды, такие как Nike, Adidas, Prada и Dolce Gabbana. И с каждым из них были выпущены различные NFT-коллекции на блокчейне Polygon. Дальше идут такие компании, как Starbucks и Coca-Cola. В случае с Колой они создали симпатичную NFT-коллекцию, а Starbucks вообще решила создать отдельное NFT-приложение для своих клиентов. Поехали дальше. Спорт. Команда Ливерпуль также выпустила свою коллекцию на сети Polygon, а NFL сделала отдельный маркетплейс с помощью этого блокчейна. Сектор автопрома. Да, Polygon сотрудничает с Mercedes-Benz, который желает сделать отдельную блокчейн-платформу, а производитель Bentley создал NFT-коллекцию на этой сети. Думаете, это все? Нет. Meta, Amazon, Reddit, eBay, Adobe, NFT-площадка Magic Eden, кошелек Phantom – все они и еще огромное количество других блокчейн-проектов из различных направлений используют для работы именно Polygon. Да что уж там, даже на момент записи этого ролика Polygon успел объявить о сотрудничестве с Warner Music, и с каждой недели список новых компаний, которые начинают развиваться в Web 3.0 с помощью Polygon, только увеличивается. А теперь главный вопрос: почему все эти компании выбрали именно Polygon, а не ту же Solana или Ethereum, которые достаточно популярны для создания своих проектов? Ответ скрывается в простоте использования. Ранее мы рассказывали, что для создания своего проекта на Polygon не нужно иметь команду из сотен программистов, которые знают, как правильно переустанавливать Windows. Любой человек, который умеет пользоваться браузером, сможет осуществить запуск своего проекта. Помимо простоты использования добавляется безопасность, ведь за все это время, пока Polygon существует на рынке, не было никаких взломов, которые могли бы полностью нарушить работоспособность этого блокчейна, как, например,
например, у Solana, которую регулярно взламывали и продолжают взламывать. Полный обзор на Solana мы выпускали ранее, поэтому можете посмотреть, как этот блокчейн постоянно страдает от тысячи взломов. А вишенкой на торте для Polygon становится экономия на транзакциях. Любой бренд, у которого стоит цель сделать какой-то криптопроект, будет выбирать самый подходящий блокчейн для клиентов, ведь используя тот же Ethereum, приходится только за комиссии платить 3-4 доллара. Вот поэтому многие на OpenSea используют именно сеть Polygon, чтобы получать максимальную выгоду от покупок NFT. Кстати, о выгоде. На этой неделе участники подписки Coin22 Pro сумели заработать на 20% пампе монеты Luna, ведь они вовремя получили аналитику, открыли лонговые сделки и через несколько часов приступили фиксировать свою прибыль. Спросите, что такое подписка Pro? Отвечу. Это персональный чат, где ты ежедневно сможешь получать качественный профессиональный анализ рынка от аналитиков Coin22. Так что если ты не желаешь тратить лишнее время на анализ рынка, а хочешь просто зарабатывать, подробнее ознакомиться с подпиской Pro можно по ссылке в описании. Несмотря на то, сколько Polygon имеет партнеров, его цена все равно не может уверенно вырваться выше $1, даже при учете своей небольшой капитализации 8 миллиардов. Спрашивается, почему? Ответ на этот вопрос, конечно же, есть, и скрывается он, как бы это странно ни звучало, в плюсах Полигона. Что я этим хочу сказать? Polygon, безусловно, лучший блокчейн для NFT, но, откровенно говоря, рынок NFT в значительной степени потерял свою популярность, особенно если сравнивать с мартовским пиком. Из-за того, что хайп вокруг NFT утих, это и не позволяет двигаться Полигону в более быстром темпе, как бы нам этого хотелось. Но даже при общем снижении капитализации рынка NFT, Polygon показывает хорошую активность, начиная с конца сентября, ведь продажи NFT в сети Polygon выросли на 191%, а все благодаря новым партнерам, таким как Meta, Starbucks и Reddit, которые недавно присоединились к Polygon. За последнее время наблюдается небольшой рост количества сделок NFT, а вот с начала месяца количество уникальных адресов, которые купили NFT на сумму более $100 тысяч, активно росло. В период с 27 ноября по 1 декабря ежедневный показатель активных адресов демонстрировал устойчивый рост вместе с ростом цены Matic. Однако они начали падать 1 декабря. Падение активных адресов обычно сигнализирует о снижении активности рынка, и рост сети Matic падает, что также тянет за собой цену монеты. Вот, собственно, эту главную проблему я вам и пытался объяснить ранее. Как только падает активность в сети, а она падает часто, ведь NFT специфическая штука, стоимость Polygon сразу же снижается. Также общее количество денег, заблокированных в Polygon DeFi, продолжает падать. Polygon TVL упал с рекордно высокого уровня в $49 миллиардов в июне 2021 года до минимума чуть более $1 миллиарда. Правда, это связано с общим снижением интереса к NFT, но несмотря на слабые показатели внутри сети, количество активных разработчиков Polygon продолжает расти, и Polygon по-прежнему остается вторым самым популярным блокчейном по количеству ежедневных активных пользователей, на уровне 400 тысяч пользователей в день, что позволило Polygon обогнать даже сам Ethereum. За счет этого Polygon привлекает гораздо больше внимания для новых партнеров, ведь некоторые компании даже не смотрят, какие функции предоставляют другие блокчейны, а просто выбирают самые популярные. И так делают, наверное, многие. На графике Polygon картина следующая. В этом году цена значительно отличалась от остальной части крипторынка. В то время как большинство монет поддались продолжающемуся нисходящему тренду биткоина, Matic продемонстрировал положительный рост, поднявшись с июля на 220%. Самый активный рост можно было заметить 3, 4 и 5 ноября, когда Polygon пробил заветный $1 и на протяжении 3 дней торговался выше этого уровня. Но этот праздник испортил кудрявый Сэм с биржи FTX. Matic быстро упал на 40% и весь ноябрь упирался в свой самый сильный уровень сопротивления в 90-92 цента. Активизироваться он смог только в начале декабря, когда слухи о понижении ставки ФРС начали разлетаться по рынкам. И последние 2 недели Polygon торговался в этом узком диапазоне до 93 центов. И скорее всего так он и закроет этот год. Немаловажный момент, куда будет двигаться цена Polygon в 2023 году. На рост любых монет влияют различные вещи. Экономическая обстановка, уровень инфляции, который стал проблемой в 2022 году, ну и новое партнерство. Уровень инфляции, конечно же, будет зависеть от уважаемых председателей ФРС, а также от их решения в среду. Если данные будут положительные и инфляция начнет отступать, это значит, что 2022 год закроет положительно, и 2023 станет отличным временем для роста фондового рынка и, конечно же, крипты. Если в среду Пауэлл реально скажет, что повышение ставок сработало, это может стать отличным стимулом для того, чтобы Polygon закрыл этот год на уровне $1 и выше. Но если инфляция останется по-прежнему высокой, будем наблюдать откат ниже 90 центов и накапливать там монеты для следующего движения. Что касательно будущих партнеров Polygon, насчет этого я вообще не переживаю, ведь каждый месяц та или иная крупная компания начинает развиваться в криптосфере и использует при этом блокчейн Polygon. Но проблема падения
падение спроса NFT по-прежнему остается, а если Polygon найдет этому решение, $1 будет пробит очень быстро. Поэтому я бы вам посоветовал, конечно же, добавить монету Polygon в свой портфель на долгосрок. Учитывая то, что дно Matic находится на уровне 80-85 центов, спуститься ниже этого уровня будет очень сложно. Это дает нам возможность покупать монету прямо по рыночной цене, ведь для того, чтобы Polygon начал падать, я даже не знаю, что должно произойти. Либо очередное банкротство биржи, хотя уже все начинают подтверждать свои резервы, либо возвращение высокой инфляции, но думаю, Пауэлл нас не подведет. Да и время для инвестирования сейчас неплохое, ведь множество индикаторов показывают, что рынок находится на своем дне. Конечно, зарекаться не буду, а то криптовалюта это вещь хрупкая. Если в конце этого и в начале следующего года Polygon сможет продемонстрировать откат цены ниже 90 центов, упускать такую возможность нельзя, и именно в это время лучше накапливать монеты на следующий год. А дальше с улыбкой на лице наблюдать, как Polygon будет продолжать масштабироваться. Следить за всеми последними новостями Polygon и не только вы сможете в нашем телеграм-канале, так что подпишитесь. И не забудьте написать в комментариях, на какую монету вы бы хотели увидеть следующий подробный обзор. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. До скорых встреч!